Всех приветствую на моем канале. Сегодня мы будем говорить с вами о том, как красиво вязать укороченные ряды или как красиво делать точки разворота, например, при вязании ростка у реглана сверху, или как красиво оформить выточки, которые выполняются горизонтально, если у вас достаточно большой объем груди. Вообще много вопросов поступило у меня по этому поводу после ролика, который я выпустила о том, как сделать расчеты на идеальный реглан без перевязов. Ссылочку на ролик я добавлю в описании под видео и в верхний правый угол экрана. Я рекомендую при вязании регланов делать дополнительные укороченные ряды, которые округляют нам горловину. То есть очень часто при вязании регланов мы получаем квадратную угловатую горловину. И чтобы убрать все эти углы, нам нужны точки разворота, которые округляют нашу горловину. И вот посмотрите, и эти точки разворота получаются не впритык к полотну, а по самому полотну. И вот тут вот на рукаве, если приглядеться, можно заметить небольшую перебивку узора. Здесь имеются, потому что укороченные ряды выглядят практически незаметно. То есть нужно присмотреться, чтобы их увидеть. Никаких дырочек, никаких растянутых петель. Все смотрится очень красиво и аккуратно. А если вы эти укороченные ряды вяжете в стык к горловине, то вы вообще их не увидите. Они немножко заметны по изнанке. Вот идет вот такая вот линия. Вот здесь вот по спинке их немножко заметно. На ощупь они выглядят как небольшие утолщения. Вот она идет линия для округления горловины. Вот по рукаву эта линия. По лицевой стороне, как вы видите, все смотрится красиво и идеально. Такой способ вывязывания укороченных рядов называется японский. Мне он очень нравится. Благодаря своей простоте исполнения и отличному результату. Давайте я покажу, как это все выполняется. Я всегда советую места, где вы планируете выполнять разворот для вязания укороченного ряда, отмечать маркерами или обычными скрепками. Я использую всегда цветные скрепки, чтобы было удобнее. Вяжем до первой точки разворота. Это может быть узор какой-то или у меня просто лицевая гладь. Мы довязали до этой точки, маркер можно убрать. Разворачиваем наше вязание. Снимаю первую петлю. И на рабочую нить вешаю маркер. И продолжаю вязать уже в обратном направлении. Маркер у меня по изнаночной стороне. Смотрите, теперь мы вяжем до этого маркера, который отмечает у нас точку разворота. Вот я довязала. Провязываю еще одну петлю. Следите, чтобы петли не были скрещенными. Дальше следующую петлю мне нужно повернуть таким образом, чтобы вязать ее за переднюю стенку. Я беру наш маркер, тяну за него и вытягиваю такую протяжку, которую накидываю на левую спицу и маркер убираю. И теперь эту протяжку и петлю, которую мы развернули, вяжем вместе за переднюю стенку. В итоге у нас нету никакого отверстия, и узор красиво переходит. И дальше продолжаем вязать. Я довязываю ряд до конца и сейчас покажу, как выполнять точку разворота в изнаночном ряду. Разворачиваю, вяжу изнаночный ряд до маркера, то есть до того места, где необходимо выполнить разворот, чтобы получился короткий ряд.
Я довязала до маркера. Маркер убираю. Разворачиваю вязание. Снимаю одну петлю не провязанной. И на рабочую нить опять же вешаю маркер. И выполняю ряд до конца. Видите, в этом месте получается отверстие, и сейчас нам нужно его избежать. Опять же вяжем до маркера. Вот он маркер у меня. Провязываю после маркера еще одну петлю. Смотрите, чтобы петля не получилась скрещенной. И теперь снимаю следующую петельку, просто не провязанной, опять тяну за наш маркер, вытягиваю протяжку и эту протяжку надеваю на левую спицу. Возвращаю петлю, снятую, на место и провязываю петлю и протяжку вместе изнаночной петлей. Вот что получается по изнаночной стороне. И по лицевой у нас сглаживается отверстие. И довязываем ряд до конца. Покажу вот по лицевой стороне. У нас теперь нету никакого отверстия. Очень аккуратно смотрится точка разворота, и чтобы ее разглядеть, нужно внимательно посмотреть. И с этой стороны тоже я вот даже не вижу сейчас у меня точку разворота. Очень аккуратная получается. Ну согласитесь, правда, способ классный, поэтому призываю вас ставить лайк этому видео, подписываться на канал, колокольчик, чтобы быть в курсе следующих мастер-классов. До скорых встреч, всем пока-пока!